Теплый ветерок нес с собой запахи дикой природы, когда рейнджер Билли направился к окраине деревни. Он знал этот район как свои 5 пальцев, и каждое утро, прежде чем отправиться в парк, проходил мимо этой земли. Но в этот раз его шаги привели к чему-то совершенно неожиданному. В густых кустах среди шипов и сухой травы он заметил силуэт, который заставил его сердце замереть. Это был лев. Лев, когда-то гордый и величественный, сейчас лежал на земле. Его тело, закованное в цепи страданий и болезней. Скелет оказался обтянут кожей, и от него претила зловонная вонь, исходящая от множества паразитов. Холодные безжизненные глаза льва смотрели на Билли с умиротворением, которое контрастировало с его страданиями. Вместо ярости и гнева в них скрывалась лишь усталость и боль. Билли инстинктивно потянулся к нему, но понимал, что его долг — соблюдать протоколы безопасности. Но что-то внутри шептало ему, что нельзя оставлять это животное на произвол судьбы. Смущенный Билли остановился, и его сердце наполнилось сочувствием. Вспомнив о потерянных днях своего служения, он снова взглянул на льва. «Я не могу просто уйти». «То-то есть, мол, он». Решив, что он не может оставить его одного страдать, Билли вышел из машины и достал кусок мяса из запасов, которые специально хранились на случай встречи с дикими животными. Он подошел ближе к льву, держа мясо в руках, как в своей жизни. К его удивлению, лев поднял голову и, глядя прямо на Билли, открыл пасть. Первые укусные движения были неуверенными, но с каждым мгновением они становились более уверенными. Билли наблюдал за этим сценарием, задумавшись о том, насколько странно простое действие может оказать такое глубокое воздействие. Это был не просто поступок милосердия, это было приглашение в мир надежды и человеческое сострадание. Запах гнили и разложения напоминал Билли, что время не ждет. Он знал, что его действие — это лишь временное решение. Тело льва было покрыто африканскими гигантскими клещами, которые переносили телериоз, болезнь, которая могла лишить его жизни. И в еще одной ужасной находке он увидел, как в ране на боку льва копошатся личинки вольфартовой мухи. Все это вызывало у Билли чувство ужаса, но также и чувство решимости. Он должен был действовать. Не раздумывая, он связался с ветеринарной службой парка. Его голос дрожал от волнения, но он описал ситуацию с львом, пока ветеринары готовились к экстренной помощи. Каждая секунда тянулась как вечность. Возвращение к нормальной жизни казалось невозможным, но Билли знал, что не должен отказываться. Наконец ветеринары прибыли и быстро оценили ситуацию. Они решили усыпить льва, чтобы провести обследование. В тот момент, когда команда начала свою работу, Билли смотрелся с замиранием сердца. Когда животное погрузилось в бесчувственное состояние, ветеринары начали исследование и вскоре обнаружили пулевое ранение. Каждое слово, произнесенное ветеринаром, обжигало его сознание. Лев был жертвой охотников, которые не оставили ему шансов. С каждой минутой становилось яснее, что это была лишь первая часть сложной задачи. Лев нуждался не только в физическом восстановлении, но и в эмоциональной поддержке, чтобы вернуться к новой жизни. Под скальпелем ветеринара лев находился в состоянии покоя. Операция прошла успешно, и вскоре из его тела извлекли пулю. Процесс очищения ран от паразитов был долгим и мучительным, но ветеринары действовали с решимостью. Каждая обработка, каждый укол антибиотика были важны для его выздоровления. В процессе лечения Билли часто навещал льва. Он провел много часов, сидя рядом с клеткой, рассказывая о своих приключениях и смеясь, когда лев открывал глаза, как будто пытался понять, кто его спас. Билли назвал льва Лео, что в переводе с латинского означает «лев», и это имя со временем стало символом их связи. С каждым днем Лео становился сильнее. Ветеринары начинали замечать изменения в его поведении. Он уже не прятался в тени, а смотрел на мир с любопытством.
Стены клетки больше не были преградой, они стали временным приютом. Билли ощутил, что между ними возникла невидимая нить взаимопонимания. Спустя полгода Лео наконец-то пришел в себя. Он медленно, но верно восстанавливался, и, несмотря на страдания, его дух оставался непобежденным. Ветеринары пришли к выводу, что он готов вернуться в дикую природу. Билли чувствовал волнение терпения, когда его выводили на свободу. Лео был помещен в новый район, где не было доминирующего самца, и его сердце наполнилось надеждой. Его лапы касались земли, а свежий вкус свободы наполнил его нутро. Это было возвращение не только к жизни, но и к его истинной сущности — королевству зверей. И как только Лео выбрался на свободу, он ощутил всю силу дикой природы. Первые ночи были полны мудрости, в каждой тени скрывались мрак и возможность. Он использовал свои инстинкты, учась вновь существовать вне клеток, которые когда-либо держали его в рабстве. Прошел год. Билли снова патрулировал территорию, полную заповедных троп и назойливых шершащихся гигантских шагов. Он не мог забыть Лео и его травмы, и поэтому, когда он натолкнулся на Прайд, его сердце замерло. И вот, как из облаков, появился лев, уже с гордой семьей. В этот момент казалось, что время остановилось. Лео взглянул на Билли. В его глазах читалось признание. Он не забыл, кто его спас, и это было видно в его уверенном движении к своей новой семье. Билли уже не был просто рейнджером. Он стал другом и защитником для Лео, и эта мгновенная связь навсегда осталась в их сердцах. Билли, наблюдая за этой сценой, не мог не восхищаться красотой зверей. Лео стал настоящим крепким самцом, который охранял свою семью с могуществом и уважением. Каждый миг, который Билли проводил в лесу, был как шепот древних деревьев, рассказывающих о том, как природа всегда находит путь исцеления. Вернувшись в дикую природу, Лео стал настоящим защитником своего прайда. Он охранял территорию, обладая властным взглядом, который передавал его детям. Каждый день, когда он обучал своих львят, он помнил о своих переживаниях и о том, что такое настоящая сила — помогать другим. Одно из львят унаследовало смелость и властный взгляд отца, и его присутствие вызывало гордость у Лео. Новое поколение львов вырастало свободным от трагических шрамов прошлого. Однако однажды в ясный день, когда олень брел в понижение к речке, Лео вдруг почувствовал беспокойство. Он знал, что в окружающей местности появились браконьеры. С каждым шагом он становился более бескомпромиссным в своей защите. Он собрал свой прайд и организовал их в поход к краям их территории, чтобы проучить охотников. На следующее утро Билли, патрулируя привычные маршруты, заметил следы, которые указывали на присутствие браконьеров. С болью в сердце он вспомнил, как Лео стал жертвой подобной охоты. Понимая необходимость действовать, Билли связался с местными властями и природоохранной организацией. Как только они прибыли, произошел саммит среди рейнджеров и отрядов. Билли сильно переживал за Лео и его семью. Они создали стратегию, чтобы выявить и обезвредить браконьеров. Но в сердцах Билли и его коллег была определенная тревога, связанную с будущим. Когда отряд атаковал место, они столкнулись с жестокой реальностью. Благодаря помощи Лео и его прайда, которых натренировал Билли, они смогли сразиться с преступниками и защитить диких животных. У львов, чувствовавших угрозу, выработались инстинкты, чтобы вести себя как настоящие защитники своей земли. После этой ситуации Билли понял, какую силу имеет природа и как важно постоянно бороться за ее сохранение. Он не только остался рейнджером, но стал на защиту заповедников и их обитателей. А каждый раз, когда он встречался с Лео, это было напоминанием о том, что жизнь — это бесконечная борьба за справедливость и равновесие в природе. Прошло еще много месяцев, и жизнь в дикой природе продолжалась. Билли, проходя по лесу и обмениваясь взглядами с Лео, всегда чувствовал единство с ним. Он стал не только наблюдателем,
но и участником удивительной симфонии дикой жизни, где каждый звук и каждое движение имели значение. Лео, не имея никаких шрамов, снова выглядел как король джунглей, но теперь у него была семья, и он знал, что он не один. 8 лапок, играющих на солнечных лучах, дополняли его силу и уверенность. История Билли и Лео стала известной. Эмоциональная связь, которая возникла между ними, вдохновила множество людей. Вскоре они начали вместе с природозащитниками проводить семинары, делясь опытом, как видеть и понимать природу, когда она зовет на помощь. Билли часто вспоминал тот день, когда увидел помощь в глазах льва. Он научился, что иногда, именно когда все кажется потерянным, возможен неожиданный поворот. Этот урок Билли делил с каждым, кто искал своего места в мире или переживал трудные времена. Несмотря на все преграды и сложности, жизнь продолжалась. Лео стал символом пересечения двух миров — дикой природы и человечества. В его глазах светилось спокойствие, а в сердце — защита. Каждый день, когда Билли видел его с Прайдом, он знал, что его отношение к жизни сделало больше, чем просто спаси льва. Они изменили свою судьбу и научили, что сострадание и любовь могут исцелять даже самые глубокие раны. Так, спустя несколько лет, жизнь плела свои истории, и каждое утро Билли продолжал свой путь в парк, понимая, насколько важно быть привязанным к природе. И даже когда он не видел Лео, он знал, что король джунглей всегда будет там, охраняя свою семью и оставляя след в сердцах всех, кто встретил его на своем пути.